Коллеги, всем привет, с вами Атлант. Сегодня мы поговорим про цену биткоина и немножечко про Илона Маска. Затронем этих ребят, что нам сегодня они показали, куда указали в группе BitAtlant. Так, а почему мы переключиться не можем? Так, все заработало, что-то сегодня не хотело показывать. Открываем, это наш 15-минутный таймфрейм. Так, ну начнем сначала, да, что мы видели изначально, какие были предположения, почему, как мы читали рынок, и новички, вы как раз пока смотрите эти моменты, учитесь, да, старички тоже какие-то свои подчерпывают дополнительные знания к своим. В общем, у нас был такой паттерн, да, когда мы сверху вниз начали падать. Кстати, вот здесь у нас Илон Маск сказал, это точка, помните, да? И мы поехали вниз. Все эти моменты были просчитаны, читались, куда поедем. Атлант дал сигнал, да, у нас здесь позиция была открыта, мы ее забрали. Можно было, кстати, и не закрывать, и продолжать это. Почему я беру по несколько позиций? Потому что я часто оставляю на продолжение движения. То есть эту позицию, которую здесь закрыл по достижению цели, да, потом некоторые другие позиции продолжал держать их и закрывали там с большим процентом. Почему, как сказать, на бирже BingX изолированная маржинальная торговля и на стандартных фьючерсах позволяет открывать по несколько позиций. То есть у меня было открыто, я не открываю одну, я частенько открываю две позиции, да, практически одновременно, то есть где-то на одних и тех же уровнях, то есть смотрю, где поудачней, оттуда и захожу. И получается, что которую позицию закрыл, она заработала 100% здесь у нас, там, где у нас 1%, вот здесь я ее закрыл. А остальные там без убыток перевел, все, и больше их не трогал, там частично, да, есть у меня позиции, которые я больше не трогаю, и они у меня так вниз и пошли. С 100-м плечом, давайте возьмем там, которые с 50-м плечом, эти позиции. На данный момент, вот когда мы падали в самый низ, вот сюда, это было 7% по биткоину, то есть с 100-м плечом это было бы 700%. С 50-м, где-то 350, 360, 370%, да, получается примерно. То есть даже в данный момент, то, что у нас цена потом сходила наверх, поднялась, да, даже здесь можно было из перепугу закрыть, это было 100-м 470, с 50-м это сколько там, 250 примерно. Но и в данный момент у нас цена спустилась вниз, и это опять тех же самых 700, 800, 700%, там, с 50-м 350, 350-400% примерно. В общем, те позиции, которые не закрыты, они до сих пор в работе, и ожидания по ним, конечно, их могут выбить, и ожидания по ним еще остаются ниже. То, что нужно с позиции, я забрал, то есть остальное стоит на продолжении движения, там уже как пойдет. Например, вот у нас есть подписчик в нашем сообществе, Андрей зовут. Обратите внимание, когда-то я давно еще объяснял, как так делать, и он воспользовался моим советом и работает, да, вот, пожалуйста, 150-е плечо, заметьте, это мы входим по Атланту, по нашему графику, и от него постоянная благодарность идет, и я просил его в группу тоже скидывай, пожалуйста, наши свои проценты, показывай, что получается. Эта оговорочка была, но не по Фрейду, ребяточка, не наши, это просто как оговорка. Вот, пожалуйста, 1500%, да, 1600, 1600, в общем, видите сами.
867, 507, 1200, да, такие большие проценты. Я немножко не так работаю, я немного раньше закрываю, но тоже процентовка идет. Это мои проценты, да? Подожди, это Андрея были. Да, это Андрея проценты. Где мои проценты? А вот мои проценты. Это уже свежие открытые графики, которые свежие, последние. Это по XRP шорт брали 240, уже в плюсе 105, 280 по Aptos. Обратите внимание на плечо. Такие монеты высоковолатильные, да, я никогда не беру большие плечи. И, ребята, вам не советую. То есть, да, можно было его зашортить и с сотым плечом, 50-е. И процент был бы в 2 раза больше, но это было опасно, поэтому такие высоковолатильные монеты, это 20, 30, причем максимум, желательно 10, 20, а остальные все, биткоин, вот 100, 150 бывает, тянем, 50. В общем, когда ребята хотят, да, вот Дидик молодец тоже, вот у нас лонг он отработал 93, да, процента, тут 202% забрал, красавчик тоже, работаем. Так, это мои какие-то другие сделки уже, сейчас не вспомню. Ну, в общем, ребят, кто внимательно слушал старые обзоры, кто внимательно слушает сейчас, да, кто с нами работает, тот учится. Это у нас, еще раз, у нас не сигнальная группа. Я не говорю, что, ребята, у нас вот здесь вот, например, да, там по Атланту был сигнал вход. Все, что я не говорю, что все, ребята, залетаем, у нас точно шорты полетели вниз. Не так это работает. Есть предположение, вот тут было предположение, лонг, да, что можем развернуться, но у нас тут и новости, там еще все что-то, все за все тянет, да, есть предположение, что можем наверх подняться, но как повела себя цена, видите сами, да, потом Атлант развернулся, в шорт, конечно, выгоднее здесь было вставать, потому что он по 22 666, это шортовая зона такая, и поехали вниз, то есть выше этой зоны лонг, ниже шорт, приоритетность. В общем, так это отработало. И вы сами видите, как это, да, отработало. Мы спустились вниз из вот этого накопления, которое у нас было здесь. Накопление, да. Пробили уровень шеи, вниз вышли, ретест сделали. Я постоянно говорю, ребята, формация должна подтверждаться. Послушайте, почитайте книжки умные. Постоянно формация подтверждается. Подтверждение случилось, провалились. Провалились вниз на высоту этой структуры. Пожалуйста. Плюс отработка этого паттерна. Нечем крыть. Так, теперь что? Давайте еще несколько моментиков. Далее нас ждет паттерн B4. Разбор его, да, то есть вниз ушли, накопление, и на медвежьем рынке должен вверх выходить. Развели народ. Но развели, но предупредили. Были новостные моменты, которые все-таки предупредили. Это к прошлому голова-плечи, там, кто внимательно слушает разворотные моменты, понимает, про что я говорю. Гифку такую сделал, тоже можете сохранить. Я сейчас по ней буду частенько объяснять. А, Б, С, там, фигуры, например, там у нас Б4 была, да, вот это вот Б4, как помните, игра такая была какая-то. В корабли военные, там, стрелялка, да, как-то рисуешь на бумажке. Ладно, это отдалились от темы. Так, что это у нас тут? Это вот я закрыл, да, цена закрытия 113% раз шорт, и цена закрытия, да, 113. Я зачем 2 их скинул? Ребят, здесь ошибочка вышла. У меня здесь две позиции, то есть у меня еще один APT есть, но одна закрытая, а вторая, да, это не та. Это скрин не то, фотография не та. Вторая открытая позиция, она еще до сих пор у меня открыта в шорт. Так, в Дубае полностью. Как вам такой фат интересный по поводу Zcash и Monero? Слили монетки, подняли наверх. Zcash, кстати, сильно не упал, поэтому Monero подспустили, но Zcash не упал. Monero на каждом проливе
я по чуть-чуть откупаю. Не знаю, как вы, но мелкими суммами нахожу какие-то, закрываю шортовые позиции, да, деньги, часть какая-то выходит, конечно, вывожу на оплату жилья, там, на еду, воду, но остальное по чуть-чуть откупаем различные виды криптоактивов, такие как Monero, Zcash, тот же там Dash, Ripple, не остается без внимания. Litecoin, обратите внимание, сейчас по нему там набралась такая фигура, клин, восходящий, где он у нас, вот так. Вообще у нас вот типа такой фигуры собралась там, восходящий клин вот такой, и можем вниз провалиться, но только у нас к нему подход был снизу, D3, и сделал пост в группу закрытый. Кстати, подписываемся ко мне в телеграм-канал, называется Битатлан, вступаем в бесплатный чат 80/20. Сюда часто делаю посты различные, нужные, умные. И кто хочет, можете вступать к нам в закрытый чат, где мы общаемся с ребятами, смотрим, куда что идет, какие предположения, здесь больше новостной фон. И разбираем графики, да, куда мы пойдем, как это все дело выглядит. В общем, в какую сторону двинем. Так, вот здесь мне момент. Там попозже придем. Так, здесь у нас что? В общем, сюда в группу, где сбрасывал интересную идею по лайткоину, которая стоит присмотреться. Лайт хорошо вырос, да, вытянули его до 100. Да где ты, зараза такая? Так, сейчас, секундочку, я лучше сделаю вот так, паузу поставим. Так, вот этот момент, нашел его, ага. В закрытую группу скидывал сегодня. Можете тоже, кстати, обратить на это внимание по лайткоину. Эта идея чужая, но мне она показалась довольно-таки удачной. Да, у нас восходящий клин, пробитие прошло вниз. Единственное, что момент могут поднять, сделать подтверждение в район 100-104 долларов еще раз вот в эту область. У человека здесь топ стоит. Но то, что могут сделать, да, и после этого пойти вниз. Ну, прайс таргет хороший. Можно еще фибу вот именно с этой точки в этот максимум посмотреть, где 61,8, да, где золотое сечение, и там тоже проверить, куда цена пойдет, посмотреть, где здесь, ну, где она остановится, и потом от этого накопления уже отталкиваться, либо это будет где-то с этой области вверх пойдем, ну, либо будет пробой и спустимся в район 65, а то и ниже даже может еще спуститься, но это смотря какие движения будут по нашему основному активу. Так, дальше по работе, то есть предположение у нас B4 расширяющийся клин, да, должен быть выйти вверх. Куда вверх выйти? Замеряем уровни Фибоначчи. Откуда начался этот паттерн рисоваться, да, вот с этой области. По фибе мы должны были выйти вот в эту область, в область золотого сечения. Цена сюда пошла в эту область, да, достигли там 50%. Ну, не достигли 50%. Так, сейчас скажу, сколько мы достигли. Лучше давайте заметим, чтобы заодно и посмотрим, куда мы пришли. Да, не дошли мы 50%. Зашли за 38. То есть у нас не было этой отработки. И обратите внимание, он опять пришел к нулю. Тоже момент нужный для понимания. Но позже. Так, что у нас, как проторговка была внутри, и что вот это за полоса, да, такая, что это такое, откуда оно тут взялось. Это у нас высота, куда должна была прийти цена, то есть вот от этой точки вот сюда, да, тут стрелка стояла до
Давайте ее посмотрим, как оно до этого отрабатывало, что, по каким примерам мы сюда пришли. Да? Это была стратегия тройка, причем она отработала 3 раза. Это у нас начало ее было с самого низа. То есть берем вниз, ставим, да, первая область. Обратите внимание на наклон тоже. Первая область раз, забрали, сделали откат, нашли опять новое дно. И когда пошли наверх подниматься, да, здесь у нас было предположение второй области. Причем, обратите внимание, наклон тот же, да, поднялись наверх и пришли опять сюда же, вот прям четко к этой же зоне. И сделали, после того, как поймали эту область, сделали откат. И третий, это уже третий раз, новая область. Но единственный момент, что цену не растянули в этот раз, а она закончилась немного раньше. Тем самым, из-за того, что она раньше закончилась, ну, то есть здесь мы приходили прям в эти места, да, делаем здесь, здесь, и здесь мы пришли намного раньше, то есть по времени, соответственно, это был последний пик, после чего пошли все это дело откатывать вниз. И мы видим, да, достигнув этой цели, цена пошла вниз. Ну и далее уже нам помог Атлант вот в этой точке. Это 21 950. Он подсказал, что будем падать. И поехали вниз. И дальше по поводу движения вниз у нас тоже были отметки стояли у меня, куда мы должны были прийти и по времени. То есть это с прошлого роста, вот это окончание прошлой фигуры, и как раз мы должны были в этом месте или вырасти к ней, да, или обвалиться вниз. И у нас цену сделали, что обвалили ее вниз к первой цели и немного погодя ко второй цели. Но единственное, вот последний момент, здесь у нас еще уровень 61,8 и 78,6, да, вот 78%. То есть по большой фибе мы вниз, вот это все у нас дело коррекционное движение к 78%. То есть мы еще должны спуститься вниз в район 21,200, 21,152. То есть я еще туда жду, в ближайшее время, да, туда ожидаю ход цены. Так, сейчас, секундочку. Если время закончится, запишу 2 видео. Напишу часть 1, часть 2. В принципе, все, что я хотел показать в самом начале, да, показал наш ход цены, то, как мы разбирали график, смотрели, все это в закрытой группе объяснялось, подсказывалось, кто хочет слышать, кто хочет слушать, кто не хочет, не слушает. Записываю голосовые сообщения, скидываю скрин, показываю. Плюс ребята видят, что происходит на графике, да, где у нас эти все уровни, куда мы идем. Мы сейчас вот эту верхнюю грань опять цепляем. Здесь обратите внимание. И, скорее всего, будет ретест этого уровня и поход ниже. Это предположение, да, в данный момент. Цели все указаны. И по тройке также, кстати, по коррекционному движению АБЦ, которая красиво сейчас отыгрывает. Коррекция А, накопление, выход, но не пробились наверх. Б и волна С равна волне А должна быть. То есть, по идее, мы должны прийти в район 20723. Давайте на горячую карту сейчас глянем. 20723. 20. Так, где-то ниже. 723. 723, где-то вот в эту область. Тут тишина. Либо здесь остановится 20985, либо ниже пойдет. А это у нас, кстати, большой канал такой. Вот в канале спуститься вот в этот район. Я думаю, что мы сюда спустимся. Так, что еще? Подписывайтесь ко мне в телеграм-канал. И у нас там, кстати, конкурс на 14 февраля. Секундочку. Так, все, время заканчивается. Вот наш в телеграм-канале